Так, охапка дров и плов готов. Что-то рис какой-то полусырой. О, здесь все красиво. Где же мясо? Ну что это за плов, а? Что это за плов? Рис недоваренный, мяса нету. Как подавать такое гостям? Скажите, пожалуйста. Хорошо. Есть у меня один выход из положения. Сейчас все увидите, сейчас все узнаете. Здесь было 1,5 килограмма риса. Здесь было 1,5 килограмма моркови. Часть моркови была желтой. Обжарили лук. Обжарили желтую морковь. Красную морковь положили поверх желтой. Вместе с горохом и вместе с изюмом. Долили немного воды и дали попариться. Здесь еще нет никаких специй, кроме того, что морковку чуть посолили. Отварили рис. Рис варили ровно 4 минуты. Рис уже здесь в казане. Полили топленым маслом. И вот этот недоплов, заготовка для настоящего плова, нуждается в чем? Ну, скажите мне, пожалуйста, в чем нуждается этот потрясающий, очень красивый, великолепный, рассыпчатый, ароматный, такой аппетитный плов? Если этот плов в чем-то и нуждается, так это в хорошем, добром куске мяса. Однако все, буквально все знают, что хороший, правильный плов начинается с куска мяса. Начинается с того, что в казан опускают мясо и жарят мясо. Потом добавляют лук, морковку, рис и так далее. И вот получается хороший, правильный плов. У нас плов абсолютно неправильный. У нас плов получается с вами шиворот на выворот. Потому что мясо у меня еще сырое. Но зато вы только загляните внутрь этой печи, как отлично в ней горит огонь. Представляете себе, как вкусно запечется барашек в этой печи. А вот этот рис, чуточку недоваренный, он получит мясной сок, напитается мясным соком, и все будет просто великолепно, просто потрясающе. Накрываем бараньим боком весь рис. Баранина не соленая, не перченая, не приправленная. Мы это все делаем прямо сейчас. Это не просто так, а с маслом. С маслом, чтобы барашек сверху получился румяным. Некоторые люди придумывают, там надо помазать медом, когда курицу запекают. Надо смазать еще чем-то для того, чтобы получился румянец. Послушайте моего совета. Смажьте обычным растительным маслом. И этого будет достаточно. Вот соли на мясо не жалейте. Она лишняя соль отсыпется. А не соленое мясо — это очень невкусно. Ну а теперь сверху чуть-чуть черного перца для аппетита. Барашек молодой, ягненок, передняя половинка, левая, на которой он не лежал никогда. Знаете, да, что баран не ложится на левый бок. Там же сердце. Поэтому левая половинка обычно бывает помягче. И если вам слишком много четверти барана, ну здесь, вообще-то говоря, мясо килограмма 3-4. Но если вам много столько, возьмите вот половинку спинки. Возьмите лопатку. Лопаткой тоже можно укрыть небольшой плов. И не забудьте посыпать мясо еще и кориандром. Теперь все это втереть в мясо. Теперь, чтобы мясо и приправы, и масло, все это стало одним целым. Чтобы это превратилось в очень аппетитную, хорошую такую культурную корочку. Пора печкой заниматься. Надо угольки раздвинуть, чтобы они оказались по периметру печи, под стеночками. Надо уголь раздвинуть, чтобы он улегся по периметру печи,
чтобы грел стеночки, чтобы мясо запекалось со всех сторон равномерно. Осталась барашка. Барашка вовнутрь. Шея и лопатка потребуют немного больше тепла. Вот там, сзади, в тылу печи, горячее всего. Поэтому ножкой и шейкой вперед. Уголь в печи горит еще достаточно жарко. Если не прикрывать дверь, то будет поступать кислород, и уголь будет гореть. А может быть, даже что-то пригорит. Вот сейчас я перекрыл дверку. Через трубу вниз. Холодный воздух не пойдет никогда. Горячий запах будет выходить. И пусть этот уголь потухнет. Потому что печка нагрета до 250 градусов. В течение примерно 2 часов печь будет остывать. Может быть, остынет градусов до 170, до 150. Это зависит от погоды. Это зависит от глубины прогрева печи. Не случайно в свою печь я вставил 2 термометра. Один показывает температуру внутри печи, а один с наружного слоя кирпича. Это позволяет мне судить о глубине прогрева кирпича. Так вот, я думаю, что за 2 часа печка остынет градусов до 150. И в итоге все получится очень хорошо. И мясо будет сочным, румяным. И плов настоится как надо. А все соки из мяса, которые неизбежно выделяются при нагревании любого мяса, попадут куда? Куда попадут соки? Прямо в рис, прямо в плов. Мы посмотрим, каким получится плов и каким получится мясо. Осталось немножко подождать. Дорогие друзья, если я что-то и сделал в своей жизни хорошее, то это кулинарные книги, которые я написал. Вот эти 2 занимали первые места на международных конкурсах, но дело даже не в этом. Когда их даешь кому-либо в руки, люди берут и говорят, дорого стоит, 1008 или 10. То есть люди оценивают их в 3 раза дороже, чем они стоят на самом деле. Но сегодня у меня для вас отличная новость. Скоро наступает летний сезон. Нужно будет готовить что? Шашлык. Для этого есть книжка «Мангал». Те, кто покупает книжку «Мангал» вместе с книгой «Казан», шикарная книга, между прочим, получают абсолютно уникальную книгу о марокканской кухне совершенно бесплатно. Знаете, что такое марокканская кухня? Кто полюбил узбекскую, кто полюбил азербайджанскую, тот полюбит и марокканскую. Потому что это как бы продолжение тех же самых блюд, только с абсолютно другим вкусом. Готовится очень просто. Готовится из тех же самых продуктов, из которых и мы в основном готовим, и с теми же самыми специями, что продаются у нас повсюду. Но получается что-то новое. А кулинария и есть наука о новых блюдах. Итак, «Мангал», книга «Казан», и вы получаете книгу «Таджин Кускус» о марокканской кухне. Совершенно бесплатно. Сама по себе эта книга стоит 3000 рублей. Но это еще не все. Вот здесь у меня есть книжка «Счастье кулинара». Во многом эта книга автобиографическая. Она о моем кулинарном становлении. Что я любил в детстве, что мы с супругой готовили в молодости, что мы любим готовить сейчас. Это книга о нашей семейной кухне. Но, разумеется, моя самая большая любовь – это плов. Итого, книга «Плов» и книга «Счастье кулинара». Кто покупает их вместе, получает книгу про марокканскую кухню опять бесплатно. Книги можно заказать с автографом. Вот эта книга нынче чемпион по продажам, потому что это самая новая книга, составленная по рецептам, которые вы выбрали. Вы смотрели эти рецепты больше всего в Ютубе, вы их чаще всего лайкали, вы чаще всего подписывали, просмотрев ролики с этими рецептами. 75 уникальных, самых вкусных рецептов вот здесь. Помимо этого, я хотел бы предложить вам очень интересную книгу о чеченской кухне. Эта книга так и называется «Кухня чеченского народа».
Шикарный том. Опять-таки, что-то новенькое. Не то, что вы готовите всегда. Хотите развиваться дальше? Хотите узнавать что-то новое? Вот она. Книга о чеченской кухне. Кавказ, что может быть лучше? Лучше может быть только книга о баранине. Книга «Казан-баран» и моя самая первая книга, которая продается уже 17 лет. «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Так любит ее народ, что каждый год приходится допечатывать тиражи. К слову говоря, книга «Таджин Кускус» только кажется маленькой. На самом деле она чуть-чуть больше, чуть-чуть шире, чем книга «Казан-мангал». Вот она насколько больше. Вот она насколько шире. Точно такая же по толщине, отпечатанная на роскошной бумаге. Если кто-то захочет купить вот эти две книги, «Казан» и «Плов», разумеется, тому человеку я тоже подарю книгу «Таджин Кускус» совершенно бесплатно. А если кто-то захочет купить 3 книги о чеченской кухне, а так часто бывает, люди покупают сразу несколько книг, а потом просят меня: эту книгу подпиши для Сергея, эту книгу подпиши для Рустама, эту книгу подпиши для Бориса. И все, у этого человека решен вопрос с подарками. Итак, хотите ли вы купить что-то для себя, хотите ли вы купить что-то в подарок друзьям, всегда есть выбор. Одну книгу берете себе, одну книгу другу, третью получаете бесплатно. Заходите в мой магазин stalik.ru. Книги мы знаете, как упаковываем? Во-первых, картонная коробка. Во-вторых, обязательно пузырчатая пленка. И только потом пакетик, в котором вам эту книгу и доставят. Все книги доставляют в идеальном состоянии. Не помятые, не порванные, как это бывает очень часто, к сожалению, в маркетплейсах. Я поэтому и решил, что больше мои книги в маркетплейсах продаваться не будут. Эксклюзивный продавец моих книг – мой магазин, где все под моим контролем – stalik.ru. Ссылка в описании. 150 градусов внутри печи, но прошло 2,5 часа. Я не думаю, что это хоть как-то повредило мясу. Я не думаю, что это хоть как-то повредило плову. Однако давайте сейчас же все и посмотрим. Уф! Вот каждый раз в такой момент испытываю искреннюю радость. Чувство удовлетворения глубокое. Отлично. Однако, вот эта тыльная часть, где плов стоял возле угольков, он здесь немножко припекся, стал таким красненьким. Ничего страшного, здесь плова более чем достаточно. Мясо убираем в сторонку и начинаем перекладывать плов. О! Видите, как распарился рис? Сначала он был, можно сказать, недоваренным. А теперь отдельные рисинки, может быть, даже сварены слишком сильно. Все дело в том, что рис готовится не от времени и не от жара, в котором он находится. Рис готовится при достаточно высокой температуре и при надлежащей влажности. Нет влаги, рис можете нагревать сколько угодно, хоть 5 часов. Он не изменит свои свойства. Но когда есть влага и достаточно высокая температура, примерно около 100 градусов, рис впитывает эту влагу и будет ее впитывать до тех пор, пока не потеряет свою форму совсем. Это важно помнить каждому любителю приготовить плов. Запомните это. Слушайте, вот это вот. Вот то, что здесь с этого угла собралось, это я сам съем. Это я никому не дам. Потому что это очень-очень вкусно. А вы, дорогие друзья, если вы задумаете готовить такой плов, имейте в виду, что от источника тепла достаточно было бы отгородиться листом либо 2 слоями фольги. И все было бы хорошо.
Ну ничего страшного, и так тоже все очень хорошо. Пахнет, во всяком случае, изумительно вкусно. Но погодите, погодите. Это мы с вами еще до мяса не дошли. Я уже показывал вам несколько пловов, которые готовятся в печах, по крайней мере, на втором этапе. Я готовил плов в небольших порционных горшочках, именно в этой печи. Кто пропустил, поищите на моем канале, в Ютубе, в Одноклассниках, в Дзене, там, где вам удобно. Есть такой ролик. Также мы готовили шах-плов, атахан-плов. Это плов, который заворачивается в тесто и точно даже ставится в духовку, либо в печь. И на выходе получается изумительное блюдо. Я должен вам это показать. Подойдите поближе. Подойдите поближе, потому что такого мяса, я не знаю, вряд ли показывают чаще, чем один раз в год. Что здесь доказывать? Кому здесь что показывать? Вот сочленение между грудинкой и ребрышком. Обычно сюда топором приходится бить. А сегодня просто потянул и пожалуйста. А ребрышки, вы посмотрите, как из вареной рыбы выходят ребрышки. Раз, и чистая косточка. А мясо на месте осталось, там, где надо. Вот оно, это роскошное мясо, ягнятина. Получается как-то, может быть, не очень красиво, да? Но у нас же не французская кухня. Здесь не ресторан. Здесь все приготовлено для своих. От души и очень, очень вкусно. Вот и лопатка. Вот она, лопатка. Раз, и вышло целиком. При этом плов, посмотрите. Плов-то более чем успешный. Плов выглядит тоже просто прекрасно. Несмотря на то, что он провел вместе с мясом в печи 2,5 часа. Извините, не удержался. Вы знаете, по какому поводу сегодня пир? Вы знаете, в честь какого праздника был запечен этот барашек и приготовлен плов? Христос воскрес! Дорогие наши православные братья и сестры, дорогие христиане, от всей души желаю вам всего самого лучшего, крепости в вере, надежды, любви, ну и, конечно же, как всегда, приятного вам аппетита!